Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. Очень часто в сети встречаю вопросы про региональные отличия консоли PS4. И в этом видео я расскажу, каких регионов бывают консоли и в чем их основные отличия. Кстати, многие пункты актуальны и для PS5. Для начала надо понять, как вообще определять регион. У консоли PlayStation он обозначается через цифровой код. Его можно найти на наклейке на дне любой консоли PlayStation. На моей консоли он имеет вот такой вид. А сейчас перед вами картинка, как его правильно расшифровать. Как вы видите, тут даже объем жесткого диска прописан отдельной буквой. Но главное, две последние цифры. Российский регион обозначается кодом 08. Но существуют и другие. Я потратил немало времени, чтобы найти эту страничку. Тут расписан каждый код. У меня это 1116A. В данном случае консоль из Европы. Но эти версии бывают еще и из других стран. Получается, у меня консоль FATCA второй ревизии европейского региона с жестким диском на 500 гигабайт. Но есть один маленький нюанс. Глобально существует всего 4 региона. Это Европа, Япония, США и Азия. И любая из ревизий в таблице подпадает под одну из этих регионов. Игры также выпускают под один из этих регионов. Ладно, с этим вроде разобрались. Теперь переходим к отличиям. Игры. Все консоли PS4 и PS5 не имеют региональной защиты, поэтому диски любых регионов можно запускать. Но вот сами диски отличаются. Например, у диска американского региона не будет русской озвучки, а диск азиатского региона вполне может иметь только японский язык. DLC, патчи и сохранения также отличаются. Короче, консоли читают все без ограничений, а вот сами диски имеют отличия. Понять, какого региона ваша игра, можно по коду диска, написанному на торце коробки. Лицензионные Blu-ray и DVD фильмы. А вот у Blu-ray и DVD фильмов осталась региональная защита. Консоли европейского региона не смогут читать лицензионный фильм диска другого региона. И наоборот. Но забавно, что на своей консоли я вставлял самописные диски, и они прекрасно читались. Дата, код на коробке. Сам не проверял, но не раз видел фото и вопросы по этой теме. Оказывается, дату производства на коробках пишут только для поставок СНГ региона. Так можно узнать максимальную версию прошивки, которая стоит на консоли внутри коробки, даже не вскрывая ее. У коробок других регионов такой надписи нет. Заочный PSN для консолей Китая. Честно говоря, такое слышал только про PS5. За PS4 не знаю. Суть такая. На PS5 китайского региона стоит блокировка на PSN только китайского региона. То есть создать аккаунт под другой регион нельзя. Только под китайский. На всех других консолях такого ограничения нет. Вы спокойно можете создать аккаунт американского или азиатского региона на европейской консоли. И наоборот. А вот на китайской такая возможность заблокирована. Кнопки крест и круг. На всех консолях PlayStation для японского рынка действие кнопок крестик и кружочек перепутаны наоборот. То есть за выбор отвечает кружок, а за отмену крестик. В основном это только в меню. В играх, как правило, все стандартно. Крестик подтверждение, а кружок отмена. Это сделано намеренно из-за культурных особенностей региона. Однако, начиная с прошивки 2.50, пользователям PS4 дали возможность менять этот параметр в настройках. На PS5 такое различие вообще убрали. На азиатских PS5 теперь все так же. Крестик подтверждения, а кружок отмена. Но на всех других консолей такой опции смены так и нет. Меняют с помощью взлома. Например, на PS Vita это прямо реализовано в настройках Enkaku отдельной опции. Гарантия. Официальные модели, ввезенные в Россию легально, называют Ростест. Вы наверняка видели вот такой значок. Вот он и значит официальную поставку. Эти приставки имеют гарантию и могут быть сданы официально Sony на ремонт. Срок гарантии 1 год. Хотя при покупке в магазинах Sony Center она была на 2 года. Знаю точно, потому что я покупал Виту на старте продаж в Sony Center в Москве. Серые поставки, ввезенные нелегально, стоят дешевле, но не имеют официальную гарантию в России. Гарантия действует только в той стране, где ее купили. Лично я покупал вот этот планшет за 32,5 тысячи рублей, когда Ростест стоил 40, а PS4 в 2015 году взял за 21 500 рублей, когда Ростест стоил 25. Оба устройства ни разу не сломались. Ну вот и все отличия, которые я знаю. Если вам известны еще какие-либо отличия, то напишите о них в комментариях. Буду рад почитать. И небольшое объявление. Я создал канал на Яндекс.Дзен. Подпишитесь на всякий случай. Там также будут выходить видео. Вот мой Инстаграм. Я его использую для связи и отвечать на сообщения. А вот и Телеграм. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.